Жила-была маленькая девочка. Женился как-то ее богатый отец на злой мачехе. Поселилась она в доме со своими 2 дочерями. Были они лицом красивые и белые, но сердцем злые и жестокие. И настало тогда тяжелое время для бедной девочки. С утра до самого позднего вечера заставляли ее исполнять черную работу, носить воду, топить печь, готовить еду, мыть посуду и стирать. А кроме того, сводные сестры всячески старались как бы посильнее ее огорчить. Насмехались над нею, высыпали горох и пшеницу в пепел, и ей приходилось сидеть и выбирать их оттуда. Вечером, когда она уставала от работы, ей приходилось ложиться спать не в постель, а на полу, рядом с печкой. И от того, что была она всегда в золе, в пыли и грязная, прозвали ее сестры Золушкой. Но вот случилось однажды, что король затеял пир, который должен был длиться целых 3 дня, и созвал на праздник всех красивых девушек страны, чтобы сын его мог выбрать себе невесту. Когда 2 названные сестры узнали о том, что им тоже можно явиться на пир, они мигом стали наряжаться и прихорашиваться. Золушка тоже хотела пойти потанцевать, но мачеха не отпустила ее, потому что у нее не было ни платья, ни туфель, да еще и грязная она. И тут же злая мачеха высыпала миску пшеницы в пепел и сказала, что если Золушка соберет ее за 2 часа, тогда может идти вместе с сестрами. Вышла Золушка в сад и заплакала. И тут прилетели 2 белых голубка, а за ними и целая стая разных птиц. Налетели они на пепел и начали клевать, и так выбрали все зернышки в мисочку. Не прошло и часу, как закончили они работу, и все улетели назад. Принесла Золушка мисочку своей мачехе, стала радоваться, думая, что ей можно будет идти на пир, но мачеха все равно не отпустила ее. Повернулась она спиной к Золушке и поспешила со своими 2 дочерьми на бал. Когда дома никого не осталось, села Золушка на пол и заплакала от горя. И тут прилетели 2 белых голубка, а за ними и целая стая разных птиц. И сбросили они платья и туфельки, блестящие и все в золоте. Надела она быстро это платье и явилась на смотрины. Увидели ее сводные сестры и мачеха и подумали, что это должно быть какая-то чужая королевна. Такая красивая была она в своем золотом платье. Им и в голову не приходило, что это Золушка. Вот вышел ей навстречу королевич, взял за руку, и стали они плясать. И так понравилась ему Золушка, что не хотел он танцевать ни с какой другой девушкой. Проплясала она до самого вечера и хотела уже домой возвращаться, но королевич попросил ее проводить. Ему хотелось узнать, чья это девочка-красавица и где она живет. Но Золушка убежала от него и взобралась на голубятню. Королевич велел разрушить голубятню, но в ней никого не оказалось. И нигде рядом не мог он найти своей прекрасной незнакомки. Никто не мог догадаться, что Золушку спасли голуби, которые унесли ее домой. Огорчился королевич и пошел во дворец, опустив голову. И вдруг он увидел туфельку. Поднял ее. Она была такая маленькая и нарядная, и вся из чистого золота. Принц догадался, что когда Золушка от него убегала, то туфелька с ее левой ноги осталась на одной из ступенек. Обрадовался королевич и велел отыскать хозяйку этой туфельки, и кому она подойдет, на той он и женится. Вернулись родители с бала, видят, спит Золушка в своей рубахе на золе, и горит у печки тусклая лампочка. Обе сестры отправились в свои комнаты с надеждой, что завтра именно им повезет надеть золотую туфельку. На следующий день приехал королевич к их дому и сказал, чтобы выходили все, кто хочет примерить туфельку его будущей жены. Вышли 2 сестрицы, а Золушку мачеха заперла в доме и не выпускала. Примерила старшая сестра, мала туфелька. Примерила младшая сестра, велика туфелька. Хотел было уезжать принц, но Золушка вылезла из окна и выбежала к нему. И надела туфельку, и пришлась она ей как раз в пору.
Посмотрел королевич ей в глаза и узнал в ней ту самую красавицу-девушку, с которой он танцевал. Взял он Золушку, посадил на коня и ускакал с ней свадьбу играть. А сестер и мачеху велел запереть в их домике и никогда их оттуда не выпускать. Вот так были они наказаны за свою злобу и обман. Однажды жил дровосек с 2 детьми и их мачехой. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жили они так бедно, что порой даже кушать нечего было. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая, как дальше детей прокормить. Жена советовала ему завести детей в лес, распалить костер, дать по кусочку хлеба и оставить их там. Не помирать же им всем 4 от голода. Но дровосек не соглашался, и до тех пор жена уговаривала его, что он, наконец, согласился. А детки с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. И когда родители уснули, Гензель тайно выскочил из дома. Месяц светил ярко, и белые камушки блестели словно монетки. Гензель набрал в карманах столько, сколько могло влезть. Потом он вернулся домой, и дети легли спать. Утром мачеха пришла к детям, дала каждому по кусочку хлеба, и они все вместе направились в лес. По дороге Гензель выкидывал белые камушки один за другим. Когда они пришли на поляну, отец принялся разжигать костер. Он приказал детям сидеть возле огня и следить, чтобы тот не погас, а они с мачехой пойдут за дровишками побольше. Сидели они, устали и крепко уснули. Когда же дети проснулись, кругом была темная ночь. И когда на небе поднялся полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по камешкам, которые блестели как новые монеты и указывали им путь. Всю ночь напролет они шли и на рассвете пришли к отцовскому дому. Прошло какое-то время, и дети опять услышали, как мачеха однажды ночью стала упрашивать отца избавиться от детей. Он отказывался, но жена и слушать его не хотела, ругалась и высказывала ему всякие упреки. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, хотел набрать камней, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Рано утром детям раздали по кусочку хлеба, еще меньше, чем в прошлый раз. По пути в лес Гензель измельчил свой кусок в кармане и бросал крошки на землю. Мачеха еще дальше завела их в лес. Опять был разведен большой костер, и отец приказал детям следить за огнем, пока они с мачехой нарубят дровишек побольше. Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, и они уснули. Проснулись уже тогда, когда наступила темная ночь. И вот взошел месяц, и собрались они в путь-дорогу, но не смогли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу, давно уже поклевали те крошки. Так дети шли очень долго, но выйти из леса никак не могли. Вдруг дорога вывела их к избушке. Подойдя поближе, дети увидели, что дом весь построен из хлеба и печенья, а окна из чистого сахара. Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницу. И тут дверь в избушке настежь распахнулась, и вышла из нее старуха, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха была добра и пригласила их в свою избушку. Там на столе уже стояла обильная еда, молоко, печенье, яблоки и орехи. Пообедав, старуха застелила деткам 2 чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой подумали, что попали в самый рай. Но старуха только прикинулась ласково. На самом деле была она злой ведьмой, которая свою хлебную избушку для того и построила, чтобы детей заманивать. Рано утром, пока дети спали, она взяла Гензеля и посадила в маленькую клетку. А сестричке приказала делать все, чего от нее злая ведьма требовала. Старуха задумала откормить мальчика, чтобы потом съесть его. Вот и стала Гретель варить самое вкусное кушанье Гензелю, а самой доставались одни только объедки. Прошло некоторое время, а мальчик все не жирел.
Тогда старуха не захотела дольше ждать и решила сварить и съесть Гензеля. Она приказала Гретель растопить печь и наносить воды. Когда печь разгорелась, старуха приказала ей залезть в печь и посмотреть, достаточно ли в ней жару. Так она хотела затолкнуть девчонку в огонь из печи. Но Гретель поняла, что у нее на уме. Она сказала, что не знает, как туда лезть, и попросила, чтобы ведьма сама показала. Рассердилась старуха и полезла в печь. Тогда Гретель подтолкнула ее и захлопнула за ведьмой заслонку. Ух, как страшно взвыла тогда старуха! А Гретель тем временем бросилась к Гензелю и открыла клетку. Освободив брата, они пошли в комнату ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными камнями, набили ими свои карманы и отправились домой. Несколько дней дети искали дорогу назад. Лес стал казаться все более и более знакомым, и, наконец, они увидели вдали дом своего отца. Как он был рад увидеть своих деток живыми. Гензель и Гретель высыпали на пол все жемчуга и драгоценные камни, которые они забрали у ведьмы. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить-поживать, да радоваться. А злую мачеху отец выгнал из дома.